Всем привет! Меня зовут Елена. Предлагаю сегодня сделать вот такие цветущие веточки из ткани. Для этих веточек подойдут шаблоны цветов небольшого размера. Я выбрала вот такие. Сделала вырубку из предварительно обработанной бязи. Свой способ обработки ткани я оставлю в описании под видео. Центр заготовки тонирую штемпельными подушечками. Для листьев использую штамп. Креплю штамп на акриловый блок. Наношу краску на штамп и делаю оттиск. Ножницами вырезаю листья. Заготовки из ткани я буду обрабатывать горячими инструментами на мягком силиконовом коврике. В паяльник вставляю бульку диаметром 3 мм. Увлажняю заготовки из пульверизатора. Провожу булькой по краю лепестка от внешнего края к центру. Переворачиваю заготовку и булю в центре. Придаю объем листьям. На обратной стороне рисую прожилки листа. Переворачиваю на лицевую сторону и, немного отступив от края, рисую центральную прожилку. Цветы собираются очень легко. Вставляю в заготовку тычинку и фиксирую ее на клей ПВА. Цветы делаю из одной или двух заготовок.
Собирать веточку начинаю с верхнего листа. Для этого в основании листа делаю отверстие шилом. Беру отрезок проволоки диаметром 0,3 мм и длиной около 15 см. Вставляю проволоку в листок и сгибаю ее пополам. Концы проволоки скручиваю. Беру небольшой отрезок флористической тейп-ленты. Для надежности ставлю капельку клея и начинаю обматывать веточку. После нескольких витков закрепляю цветок. Листья у меня без литонов, поэтому способ их прикрепления к веточке у меня будет вот такой. Зажимаю край листа пинцетом. Прикладываю к веточке. И, закрепив листок клеем ПВА, обматываю тейп-лентой. После высыхания клея листик будет надежно закреплен. Далее, продолжая обматывать проволоку лентой, добавляя цветы и листья.
Веточка готова. Маленькие, милые цветущие веточки. Если после просмотра у вас остались вопросы, загляните в описание под видео. Если все же ответов не нашли, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Благодарю за внимание и до новых встреч!